Самый длинный язык на планете. Что может человек с таким даром? Когда кто-то говорит о человеческих рекордах, редко кто вспоминает про язык. Но именно этот орган стал причиной невероятного рекорда, который буквально взорвал книгу достижений Гиннесса. Представьте себе, длина языка достигает почти 4 дюймов. Такой дар оказался у Ника Стобла из Калифорнии. Его язык оказался настолько длинным, что он сумел обойти всех претендентов со всего мира и официально попасть в знаменитую книгу рекордов. Удивительно, что из-за такой особенности Ник научился делать с языком то, на что другие даже не способны мечтать. Он легко достает кончиком языка до кончика носа, а иногда даже до собственного подбородка. Ему не нужно зеркало, чтобы убрать крошки с лица после еды. Достаточно провести языком по щеке или по лбу. Удивительно, что Ник играет с друзьями в необычные челленджи и демонстрирует, как закручивает язык в самые невероятные формы. На популярных шоу его язык покрывали целым слоем шоколадного крема, который он слизывал одним движением. Даже художники обращались к нему, чтобы Ник расписал холст своим языком. Однажды он даже стал героем рекламы в Лос-Анджелесе, где облизывал гигантский пластиковый леденец, установленный прямо посреди улицы. Врачи тщательно изучали этот феномен, делали замеры и не обнаружили никаких аномалий в строении мышц или костной ткани. Все оказалось абсолютно естественно. Просто удачное стечение генетических обстоятельств, которые подарили Нику такой уникальный орган. Даже ученые подтверждают, что с точки зрения здоровья длинный язык не мешает жизни. Наоборот, он открывает множество новых талантов и возможностей. А ведь такие таланты могут удивлять не меньше других экстремальных рекордов. Вот, например, другая история, которая потрясла даже самых опытных врачей и просто шокировала весь мир. История Мишеля Латито, который вошел в книгу рекордов благодаря своему странному гастрономическому рекорду, до сих пор вызывает потрясение у врачей и зрителей по всему миру. Этот француз начал поедать необычные предметы еще в детстве. Да, сначала это были битые стеклянные банки и мелкие детали техники. К подростковому возрасту Мишель уже спокойно съедал тарелку или пару металлических гвоздей за один прием. А жареных гвоздей не хочешь? Я спросил, жареных гвоздей не хочешь? Нет? Свой первый рекорд он поставил, когда съел целую тележку из супермаркета прямо на глазах у изумленной публики, разломав ее на мелкие кусочки, которые заглатывал с удовольствием. Однако наиболее памятным моментом стала его по-настоящему шокирующая цель — настоящий одноместный самолет Cessna. Подготовка к этому рекорду заняла почти 2 года. Каждую деталь, от крошечных болтов до массивных листов обшивки, Мишель разламывал на части с помощью специальных инструментов. Ежедневно он угощался металлом, поливая кусочки маслом, чтобы было легче глотать, и запивая обычной водой. Врачи следили за состоянием его желудка с помощью рентгеновских аппаратов, удивляясь тому, что металл практически не вредил его здоровью. Официальные представители книги Гиннесса тщательно фиксировали каждый этап, пока в течение почти 2 лет Мишель не доел последний кусочек самолета. Все вместе это блюдо весило почти 900 фунтов металлических деталей. Конечно, его организм уникален. У Мишеля диагностировали редкое расстройство, благодаря которому слизистая желудка и кишечника оказалась необычайно прочной. За всю свою жизнь он съел десятки велосипедов, 7 телевизоров, несколько кроватей и даже пару компьютерных процессоров. Все эти поразительные подвиги были засвидетельствованы официально и под пристальным вниманием специалистов. Но, пожалуй, еще более необычные рекорды иногда требуют не зубов, а силы, упорства и выносливости. Прыжок через реку на мотоцикле — история полета через невозможное. Среди всех рекордов, связанных с техникой, особое место занимает момент, когда человек бросил вызов закону притяжения и попытался сделать невозможное — перелететь на мотоцикле через реку. Эта история началась летом 1974-го, когда американец Эвел Книвел решил установить новый рекорд, о котором заговорит весь мир. Его цель — перепрыгнуть на мотоцикле через реку Снейк в Айдахо. Расстояние между берегами превышало 1400 футов. Для этого построили специальную платформу со стартовой рампой высотой почти 80 футов. Мотоцикл здесь был не совсем обычный. Инженеры создали ракетный байк SkyCycle X2, чтобы справиться с такой дистанцией. В день прыжка собралось более 40 тысяч зрителей, все следили за подготовкой к старту, а сам Эвел Книвел облачился в белый комбинезон с синими и красными звездами. Он сел на мотоцикл, крепко пристегнулся ремнями, и через несколько секунд двигатель стартовал, резко выбрасывая байк вверх по траектории. SkyCycle мчался над рекой, разгоняясь до невероятной скорости. По расчетам, Эвел должен был пролететь максимальную длину, не касаясь воды. В самый кульминационный момент, когда мотоцикл взмыл над руслом, один из тормозных парашютов неожиданно раскрылся раньше времени. Это резко затормозило весь полет, и транспорт начал падать. На глазах у толпы байк с Эвелом приземлился на склоне каньона в нескольких десятках футов от кромки воды. Несмотря на неудачу с
механизмом, Книвелл моментально стал мировой сенсацией. Его храбрость, техническая подготовка и невероятная смелость были зафиксированы официально, а сам факт прыжка вошел в Книгу рекордов. После этого эксперимента инженеры детально разобрали конструкцию байка, чтобы понять, что можно доработать в будущем. Эвел Книвелл получил статус культового героя экстремального спорта, и его попытку часто называют одним из самых зрелищных трюков всех времен. Но такие рекорды не предел человеческой фантазии. Бывают и такие, в которых главную роль играют совсем не машины, а целое живое облако, тысячи кусачих и опасных созданий, которые покрывают лицо смельчака подобно шлему. Если представить себе самый странный способ установить рекорд, то мало что сравнится с идеей позволить 20 тысячам пчел покрыть полностью ваше лицо. Такой подвиг официально попал в Книгу рекордов Гиннесса и поразил не только любителей экстремальных шоу, но и ученых-энтомологов по всему миру. Главный герой этого испытания — Чен Бинь из Китая, который в начале 2000-х годов решился на невероятное сотрудничество с тысячами насекомых, известных своей агрессией и ядовитыми жалами. В назначенный день Чен отправился на пасеку, где уже были подготовлены несколько ульев с рабочими пчелами. Перед началом рекорда его тело и лицо были обработаны особым сиропом, чтобы привлечь максимальное количество насекомых. Когда ульи открыли, рой начал стремительно оседать на его лицо, плечи и грудь. Официальные судьи Гиннесса тщательно следили за количеством пчел, которые должны были не просто ползать, а полностью покрыть лицо без просвета. Для этого был взят большой весовой контейнер. В каждую загрузку помещали по несколько тысяч насекомых, которые далее аккуратно всыпали на голову смельчака. Всего за несколько минут Чена скрыла плотная живая маска. Глаза были наполовину закрыты, рот еле различим, и только нос служил точкой для дыхания. Вес всего этого шлема превышал 25 фунтов, и все это время Чен не показывал ни малейшего признака страха. Врачи постоянно контролировали его состояние, измеряли давление, отслеживали пульс и были готовы вмешаться при малейшем признаке аллергии. Пчелы периодически жалили кожу, но Чен стойко переносил боль, не двигаясь и не отмахиваясь от бесчисленных насекомых. Представители Гиннесса с секундомерами фиксировали длительность контакта. По правилам, лицо должно быть полностью покрыто не менее 5 минут. Все это происходило под вспышками камер, а рядом стояла команда пасечников, готовых в любой момент усыпить рой и снять опасную маску с головы участника. После завершения испытания пчел аккуратно сняли с помощью специальной кисточки и дыма. Тщательное взвешивание подтвердило, на лице и верхней части тела Чена находилось чуть более 20 тысяч насекомых. Сам рекордсмен отделался лишь несколькими укусами и легким отеком на щеках. Однако врачи были поражены, что после экстремального контакта его анализы не показали серьезных осложнений. Так, живой пчелиный шлем стал еще одной страницей в истории человеческих достижений, а заодно необычным примером, как дружба с природой порой принимает самые непредсказуемые формы. Следующая история докажет, что иногда страсть к рекордам проявляется в самых бытовых вещах. Например, в умении собирать необычные коллекции, на которые не решился бы никто другой. Если кто-то думает, что коллекционирование — это просто собирать марки или старые монеты, он явно не слышал про удивительный рекорд Якова Клепацкого из Польши. Этот человек посвятил всю свою жизнь одной невероятной цели — собрать самую большую коллекцию утюгов на планете. Все началось в конце 50-х, когда Яков случайно нашел на чердаке своей деревенской хижины старинный чугунный утюг весом почти 10 фунтов. Именно с этого момента он решил: нужно узнать, сколько вообще существует видов этих бытовых приборов. Он стал посещать барахолки, блошиные рынки и антикварные магазины по всей Европе. Каждый найденный экземпляр Яков тщательно очищал, реставрировал и записывал всю историю в специальный журнал. Его коллекция стремительно росла. Здесь были и французские утюги эпохи Наполеона, и испанские угольные образцы с изогнутой ручкой, и даже миниатюрные детские модели, сделанные из бронзы. Настоящей гордостью коллекционера стали необычные паровые утюги из Лондона, работающие на спиртовых лампах, а также американские электрические утюги первых десятилетий 20 века длиной почти 1 фут. Через 30 лет Яков заметил, что его дом буквально превращается в музей. Полки, шкафы и даже лестничные пролеты были заставлены сотнями утюгов. В начале 2000-х эксперты из Книги рекордов Гиннесса приехали лично, чтобы пересчитать экспонаты. Проверка заняла более 4 дней, и результат поразил даже самых опытных коллекционеров.
Клепацкий собрал более 3500 уникальных моделей со всего света, что официально зафиксировали в книге рекордов. В его доме можно увидеть прессы для глажки из Индии длиной более 1,5 футов, огромные промышленные утюги весом до 50 фунтов из Германии, а также крошечные сувенирные экземпляры, которые когда-то вручали работникам текстильных фабрик. Сейчас в доме Якова каждую неделю появляются новые посетители – школьники, туристы, журналисты и даже инженеры, которые изучают эволюцию бытовой техники на примере многотысячной коллекции. Для самого Клепацкого каждое пополнение – целое событие. Он лично проводит экскурсии, рассказывает, как в разные эпохи люди справлялись с глажкой и показывает работу необычных моделей. Все экспонаты он регулярно вытирает, смазывает маслом и проверяет, чтобы ни одна деталь не заржавела. Вот так простое увлечение выросло в мировое достижение, вдохновившее многих открыть свои уникальные мини-музеи у себя дома. Но среди всех невероятных рекордов все равно находится место поистине шокирующим достижениям, которые связаны не с техникой, а с человеческим телом, как, например, история женщины, способной отрастить волосы длиннее двери в собственном доме. Как выросли волосы длиной в 20 футов, когда Гиннес начал фиксировать самые странные человеческие достижения, никто и представить не мог, что в списке когда-нибудь появится рекорд, который связан с самой обыкновенной прической. Но именно такой рекорд поставила женщина из Китая по имени Сюй Цун Сю на рубеже 90-х и 2000-х. Ко времени, когда приехали представители книги рекордов, ее волосы уже тянулись по полу на всю длину комнаты и достигли невероятной отметки – почти 20 футов от корней до самых кончиков. Каждый год волосы удлинялись примерно на 6-7 дюймов, и их приходилось носить намотанными в несколько слоев вокруг плеч или собирать в гигантский пучок, чтобы они не мешали ходить по дому. Уход за такой прической занимал большую часть жизни. На одно мытье волос Сюй тратила не меньше 2 часов и использовала почти половину бутылки специального шампуня, который ей присылали родственники из разных провинций. После этого приходилось сушить волосы на ветру и расправлять каждую прядь деревянным гребнем длиной почти 2 фута. Для обычной прогулки по рынку женщина обматывала волосы вокруг талии и фиксировала их широкой лентой, чтобы пряди не собирали пыль с земли. Когда понадобилось ехать в столицу для официальной фиксации рекорда, ей пришлось упаковать волосы в специальный мешок, который шился местным портным из плотной парусины. Иначе волосы просто не помещались бы в салоне обычного автомобиля. В день замеров за процессом наблюдали не только эксперты Гиннеса, но и десятки журналистов и соседей, собравшихся посмотреть на удивительное событие. Волосы аккуратно разложили по длинной деревянной линейке, которая специально для этого была собрана из 2 секций, а кончик зафиксировали тяжелой шелковой ленточкой, чтобы ветер не сбил измерения. Официальная длина превысила 20 футов, и после этого Сюй стала местной знаменитостью. Ее снимки обошли газеты и попали на телевидение по всему миру. Несмотря на неудобства, женщина не подстригла ни одного дюйма. Все волосы оставались неповрежденными и здоровыми. Она получала письма от перукмахеров и косметических брендов, которыми ей предлагали любые деньги за прядь длиной хотя бы в несколько футов, но Сюй неизменно отказывалась. Волосы стали ее главным талисманом. Даже сейчас, спустя годы, она продолжает ухаживать за своим рекордом, а туристы специально приезжают в ее город, чтобы сделать фото на фоне легендарной прически. Такой личный рекорд показывает: удивлять весь мир можно не только силой или смелостью, но и терпением, упорством и каплей удачи в генах.